Привет, друзья! Вы на канале «Путешествуй вкусно». Меня зовут Кирченко Юлия. И сегодня мы в Форт Ворсе. Посмотрим, что происходит в магазинах, какой шопинг, какие продукты, какие цены, что берем с собой в Россию, что берем с собой здесь на вечеринке. Еще попробуем испечь торт и купить к нему продукты. Вот. Сделаем обзор цен, пошопимся, и все, что будет интересно, для вас сделаем. Ну что, поехали. Сразу же, так как нам идти завтра на вечеринку Хэллоуин, нам нужно купить костюм. Кстати, вот сразу видно, какие Хэллоуин штуки продаются отличные. С черепушками, с тыковками. Сейчас мы посмотрим, что-нибудь прикупим. Вот есть костюмы. Даже не знаю, подойдут ли они мне. В чем же идти на Хэллоуин? Вот такие вот есть по $10. Комбезики смешные. Наверное, придется что-то из этого выбрать. Какие классные кружки в Тим Бёртон. Такие вот бокалы. Лампа. Прикольная. $14. 1400 рублей. Ну, естественно, все, что связано с памкиным, с тыквами. Вот, пожалуйста, тоже к Хэллоуину покупайте, наряжайтесь. Вот еще вот такие как раз классные сувенирка, домашняя утварь, еще в виде гробика. Даже не знаю, что это. Что-то в виде гробика. Чашки прикольные. $8. Вот. Металлическая отличная чашка. Очень клевая, $6. Конечно, у меня же сегодня еще вечеринка. Вот в таком наряде пойду, полосатом, тюремном. Beetlejuice. Бичли Джойс. It's showtime. В общем, у нас тут такая кассирша прекрасная. Hello. Видите, готова полностью к Хэллоуину. Так что вот так все происходит. Все по-взрослому. Ну что так это, незатейливо я пошопилась. Вот, смотрите, всякие кружки, пижамы. Что-то, короче, набрала тряпок. И сейчас посмотрим. Вот такая вот куча. Сколько это все будет стоить. Вот так, знаете, $10 там, $10 там. А денег и нет больше. Ну что, вот такой вот пакетик прикупила я. На $200. Ну что, друзья, идем в местную азбуку вкуса. Посмотрим, какие там цены, какие продукты. И вот сразу же я уже вижу шикарную свалку по всяческим сортам хэллоуинских тыкв. Посмотрите, вот какие цены. Смотрите, какие тут пупырышки зеленые. А здесь органические мини-мини-мини тыквы. Ну, конечно же, самое главное, что мы покупаем в этом магазине, это гуакамоле. Кейсо. А кейсо это что? Сыр. Со специями. Что-что? Со специями сыр. Сыр со специями, гуаку. А вот еще... Сколько такой стоит? $6. Вот такая вот пачка. 400 грамм. Друзья, ну вот, короче, после азбуки вкуса пробуем нашими чипсами, которые мы там купили, гуаку и вот такой вот мексиканский сыр. Ну, гуаку, понятно, гуакамоле. На самом деле, в домашних условиях все очень просто можно сделать. Все скажу, что. Авокадо, лук, помидор. Все. Перец острый. Халапеньо. Халапеньо и кинзу можно добавить. А вот это вот сыр, но он на вид как плавленый. Кейсо.
Кейса называется. Вот Виктория подсказывает. И видно, что здесь кусочки тоже перцев и какой-то вот зеленухи. Очень похож на наш янтарь или виолу. Но такая более текучая структура. Вот сейчас пошел перец, но при этом сливочный очень вкусный вкус. Вкусный вкус. Ну, пусть так будет. Короче, очень вкусно. Еще раз, называется кейсу, 340 грамм, стоит почти $6. И вот это вот тоже 340 грамм, почти $6. Вот это надо точно с пивом. Короче, местная азбука вкуса рулит. Естественно, в Америке все сходят с ума по пекану. Мы в основном используем грецкий орех. У них вот пекан $10, такая пачка, 340 грамм. Очень вкусный орех. Много где используется, особенно в кондитерке вкусно получается. Ну, все вот, зелень всяческая, органическая. Cilantro органик, это нам надо купить обязательно. В общем, черта лысого тут в магазине чего только нет. Вот, в принципе. А вот тут дешевле cilantro. Перцы вот эти хабанеро, пеперс чизито, листья кактуса продаются. Какие-то желтые цукини. А вот халапеньо, мини-микс. Вот такие тоже наборы. Вообще Техас очень пивной штат. Здесь куча разных пивоварен. Даже если смотреть на многообразие в магазине представленное, то тут есть за что зацепиться. И вот эти вот цены 11, там 12, 14, это все за упаковку. В упаковке, соответственно, где-то штучек 6. Вот такие вот цены. Вот Blue Moon, один из известных брендов. Belgian Style. Pale Ale. То есть здесь и крафт, и традиционные сорта пива. Вот уже пошли бренды. Корона. Писвотер, как мы его называем. Ну вот смотрите, крабы. $9 за вот такие щупальца. Это snow crab, снежный краб. Hello. Краб кейксы есть. Лобстер стоит $9.90. Устрицы. Тут такие вот свежая рыба, курятина. Филе миньон стоит $24. А вот готовые у них пюрешечки, макарошки. Выглядит все очень аппетитно. И то, что я пробовала, достаточно вкусно. В принципе, можно не париться. Вот. Покупать какие-то готовые вещи. Привет, друзья! Вы на канале «Путешествуй вкусно». Меня зовут Кирченко Юлия. И сегодня мы празднуем Хэллоуин в Техасе, в Форт Ворс. Сейчас поедем на вечеринку, 5000 человек. Посмотрим, что такое Хэллоуин. В сердце, так сказать, Хэллоуина. Очень закрытый, благополучный пригород, ну или город. С домами от $1 миллиона США. Все эти машины, все едут, вернее, все приехали на вечеринку Хэллоуин. А в Москве уже отгремели эти салюты, судя по фоткам. Уже там поотмечали. Ну, Хэллоуин. Ну, конечно. Хотя у нас сейчас говорят, что пусть этот праздник называется «Тыквенный спас». Нам не надо ничего такого.
Слышны звуки тусовки. Там, говорят, наливают. А там даже группа играет. О! Пошла жара. Одинокий гитарист. Ого. Так, нормально, так живенько, да? Ой, я понимаю, вечериночка. Что можешь? Слушай, тамали прям на это раздают. В общем, под такой праздник выделили целую улицу, получается. Перегородили, нарядили, как могли. Маленький кто-то ходит, собирает. Да, в этом районе ты можешь посмотреть, что не бедствуют люди. Вот они, висельники. Такая, знаете, поздневечерняя Вистерия Лейн. Прям украшено все в этих привидениях. А привидения просто тряпочки повесили, немножко их разрисовали. Вот тебе уже и реквизит. Слушай, ну прикольный райончик-то такой. Это такой называется Fairmount. Да, то есть это исторический район. Прелесть того, что здесь вот на этой улице очень называется Магнолия. Здесь очень много всяких ресторанов. Вот этот район, в котором мы идем, как бы оттуда можно в эти все рестораны дойти пешком. Таких районов в Форт-Ворсе не очень много, где можно ходить пешком и наслаждаться жаркой погодой. А вот это вот украшено, это по случаю Хэллоуина или просто всегда украшено? Но это уже не Хэллоуин, это уже Рождество. То есть уже подготовочка к Рождеству пошла во все. А чё ж. То есть ты уже видишь, во всех магазинах идет подготовка Ну да, к да, Рождеству. да. Да, и то есть как только закончится празднование этого Дня Благодарения, по американской традиции начнется подготовка к Рождеству. То есть во всех магазинах, то есть люди все украшают дома сразу же после Дня Благодарения в пятницу. Так, ну вот у нас маргарин, масло. О, сгущеночка. Так что мексиканцы наши people. Отличная вареная сгущенка. Торт получится. Белорусская почти. Друзья, сегодня мы вместе с Оксаной прекрасной приготовим торт, который повезем в субботу на день рождения. Вот, торт вообще шедевральный, он бесподобный, он разрывает рецепторы всем людям абсолютно. Так что приготовьтесь, это будет очень интересно, и потом, если повторите, это будет очень вкусно. Фартук есть? Вот. Все без торта. Сначала мы сделаем тесто. Значит, для теста мне нужно 125 грамм Это маргарина. одна палочка. Одна палочка, да? И 250 грамм сметаны. Ну, мы же двойную Это делаем. 2 палочки. Мы двойную Ты делаем? сказала двойную. Я все А. двойную купила. Смотри, 4 штучки. Раз. Короче, двойную купила. Два тоже. А мы с тобой рейзенов и этих не купили априкотов на двойную. Нет, Не, на двойные, тут на тройные. Да? Да. А, ну ладно. Значит, смотрите, что нам понадобится. Мука, сметана, маргарин для теста, изюм, курага, грецкий орех. Вот он. 4 банки сметаны. И вот Не сметана, а ой, сгущенки. сгущенки. И вот сливочное масло. В общем, берем маргарин,
Давай, мы его сейчас Да, в мы микроволновочку. его в микроволновке растопим. Оксана помогает. Может, так все по отдельности поесть? А муку как вы будете есть? Виктория? Без нее. Пожарим, без масла и нормально. В микроволновку. A few moments later. Ну что, наше тесто готово. Сейчас его уберем в пакет. И на полчаса в холодильник. Так, ну пока у нас тесто охлаждается, мы сейчас приготовим джем из кураги. То есть мы берем вот 2 пачечки нам на 2 торта. Режем на кусочки. Там на 2 части, на 4 можно. Так, залили водой. Немножко сахарку. И ставим на костер. Крутая плита очень у Виктории. Вообще, конечно, кухня оборудована по высшей категории. Мечта, а не кухня. Ну что, тесто наше остудилось. Сейчас мы... Вот именно скалки – это прошлый век. А, так сказать, необходимый ингредиент для того, чтобы торт получился, это чтобы бутылка была из-под аргентинского Малбека. Значит, смотрите, мы сначала вытягиваем вот такую вот колбасу, разделаю на определенное количество таких штучек. Ну, нам нужно где-то 26 коржей, 28. Легенький торт. Ну, на 2 торта, соответственно. Вообще-то я очень занята. Извините. Так, ну все, вот мы приготовили наши заготовки. Сейчас нужно будет катать. Берем, делаем такую лепешечку. Пытаемся раскатать. Бутылка прилипает, надо ее побольше в муке смазать. Так 26 раз. Итак, 26 раз. Да. Кстати, тесто получилось, оно не рвется, очень так. На американский Да. И вот теперь мы кладем сюда, на форму, на которой будем выпекать. Так, тут мука у нас есть, все нормально. С подпалом будет. А что мыть-то? плиту. А что, я уже какадо? Муки, все там, да. На камеру запиши, чтобы... Ну, придется и помыть. Так. Оксаночка помогает готовить нам орехи. Мы их поджарим, и они пойдут в наш прекрасный торт. Так, мы тортик печем. Да. Не прошло и нескольких часов. Наша заготовка готова. Собирать будем уже завтра. Оксана, что, вкусно? Хочешь? Нет, а что это? Как называется? Да. Самые лучшие чипсы. Фритос. Чипсы. А вот этого нет? Нет, да. И это вот У скуп. нас только лейс. То есть скуп делается вот прям такой вот прям корабликом. Вот. Чтобы вот скуп почему Раз. так вот, да, делаешь скуп Мгм. и в ротик пихаешь. Можно, а вот лучше с сыриком скуп. Ой, вот самый лучший скуп. Да? Мгм. А это самое вкусное. Ну, так, Да. это так, 0 калорий.
0. И это Абсолютно 0 калорий. И это 0 калорий. Везде Для все ноль. похудения еда у нас. Да. Ну вот наш крем готов. Масло со сгущенкой. На 2 торта 4 банки масла и 2 пачки. 400 грамм, соответственно, масла. 4 банки сгущенки и 2 пачки масла. Будем собирать. Значит, смотрите, первые 3 коржа промазываем, потом слой изюма, потом еще 3 коржа, слой грецких орехов, еще 3 коржа, повидло из кураги и сверху еще 3 коржа. Итого получается 12 коржей. Вот так вот намазываем. Очень сухие коржи. И потом мы их прижмем. И когда они пропитаются, будет очень вкусно. Об этом мы узнаем завтра. Изюм здесь мягкий, хороший. И без этих. Вот одну жопку нашла. Здесь вот он уже готовый такой, знаете. А вообще надо кипятком замачивать и перебирать. И вот слой изюмчика кладем перед следующим этапом сборки. Такой вот еще один слой. Орехи. Вот еще 3 коржа. И будем повидло укладывать. Теперь вот слой джема абрикосового вот так вот идет у нас. Ну что, наш торт готов? Он, конечно, страшненький, но очень вкусный. Не хватает у меня прилежания, чтобы тут красоту навести. Но, в принципе, его как делают? Вот остаются вот такие вот эти хрустики. Их вот так вот размять в крошку и посыпать. В принципе, все готово. Ну что, пошли на день рождения. Посмотрим, как живут мигранты из Новой Зеландии. Вечеринка обещает быть очень насыщенной. Ну, ребята так хорошо подготовились. Это еще не все. Новозеландскому другу подарок хорошего качества русской водки. Да. Очень тяжело найти. Капиталисты перекрыли все каналы местные. Ну, а мы торт испекли. тот всегда найдет. Пойдемте торт вручим. Ага, снимаю. Очень крутые дома. It's a cake. It's for you. Wow, that looks scrummy. Very, very tasty. Really? Is it sweet cake or is it Sweet. sweet? Somewhat sweet. Somewhat sweet. Yeah, Yeah. it's like you're not gonna have like a, Nice. That looks really good. Thank you Yeah. very much. And this What is is for this? you. Oh, It's a good Russian vodka. Russia. Best. Yeah. Какая красота. А что это получается? Это фахитос, но это с Armenian flavor. О, Armenian flavor fajitas. Это хачапури с 3 видами О, сыра. хачапури даже будет. О, блин, ну вы крутая. А вы откуда? Я из Армении. Из Армении. Я была в этом году несколько раз в Ереване. Круто. Очень приятно. Я уже Ходила... 10 лет. Сколько здесь? 10. 10 лет? А я ходила в джаз-клуб Малхасяна. А знаете вот эту его песню знаменитую «Ереван Джан»? Тести? I'm trying to, I gotta be around. О, It's good. Oh my gosh, it's like а какие сыры вы используете? Разные 3 вида. Тут моцарелла, тут есть, как мы говорим, армянский сыр. А вы давно в Америку приехали? 10 лет назад. А почему? Ну, у меня даже красивый сын. Мы с мужем жили в Армении, потом мы наши понятия всегда должны быть в одном месте. А почему именно Техас? Потому что моя дочка здесь. А, все из-за дочки. У меня 5 сынов.
А она за кем замужем? Вы прекрасно выглядите. Я замужем за армянином. А дочка за кем замужем? Дочка замужем за армянином, сын женат на армянке. Все корни. Вам здесь нравится? Да. А в Армению не хотите приехать? Знаете, есть такое понятие. В Армении, да, тоже. Но мы оттуда уехали, потому что там хорошо, там очень хорошо. Есть обстоятельства выше нас. И иногда приходится делать выбор. Но самое главное, что в этом выборе не потерять себя. Ну, вы здесь себя нашли? Я только 58 села за руль. А потом начала тихо-тихо предлагать то, что я умею. Еду, цветы, обслуживание, декорации. То есть у вас свой бизнес здесь? Я вообще-то биолог по специальности. То есть я много лет в Армении работала в институте, потом там занималась бизнесом, потом тут занималась. То есть никогда не поздно начать? Нет, никогда. А вот если кто-то хочет сейчас приехать в Америку, что надо, чтобы у них было? Желание. Желание работать? Не ныть. Главное, чтобы было желание. Нет, вы знаете, не то, что желание. Ты сам себе ставишь планку, как ты хочешь жить. Ты хочешь ползать, или ты хочешь летать? Если тебе удобно ползать, если тебе удобно прийти к сыну, к дочке, и на кресле сидеть, ныть, быть и ждать, когда тебе дадут или нет. Ты сам делаешь этот выбор. Я хочу, чтобы мои внуки и мои дети уважали меня. И для этого я им всегда показываю пример. А какое ваше блюдо пользуется популярностью здесь, в Америке? Как она называется? Гата. Гата. Я пеку пахлаву, я пеку гату, я пеку микаду, наши. Но я это не предлагаю клиенту, потому что это очень сугубо такое, понимаете? Это должен есть человек, который понимает, что он делает. Национальный романтизм должен Да, быть. понимаете, я поэтому для себя поставила очень интересные критерии. То, что мое личное, то, что не потому, что это дороже или нет. А что пользуется спросом? Ну, практически, во-первых, у меня разработано вот меню. Адаптировано. Адаптировано много авторских. Я очень много авторских. Я смешала наше советское, американское, мексиканское. То есть я методом проб и ошибок пришла к тому, к чему пришла. Сегодня я делаю это с радостью. Сегодня вот у нас тут фахитос и мини-хачапури. А лепешки это Это будет фахитос. мексиканские. Поставим, а потом будем делать вот такие бурунчики. А коньяк Арарат здесь можно найти? Что найти? Арарат. Коньяк. Можно. Все можно найти. Но вы знаете, я одну интересную вещь вам скажу. Я, переехав сюда, для себя, я как бы отрезала ту часть жизни, в которой я жила. И я начала адаптировать. Я не могу сказать, что это правильно, но это позволило мне быстро Интегрироваться в общество, в бизнес. Я не стала бегать в русский магазин, там купить колбасу. Колбасу ела там, здесь я буду есть что-то другое. Я начала менять свои вкусовые, я просто захотела. Я одела шляпу той страны, куда я приехала. Я люблю эту страну, я уважаю, и я благодарна этой стране, понимаете? У меня абсолютно минусы. Это не минусы, это мое отношение. Я, естественно, пью новозеландское вино, так как мы в гостях у иммигрантов из Новой Зеландии. Вот как вся тусовка проходит. Очень прикольно. Я первый раз на такой вечеринке в самом сердце Техаса. Okay, guys, are you ready? Yeah. Hold it. 1, 2, 3. Happy birthday to you! Happy birthday to you, Chris! Happy birthday, dear Chris! Happy birthday to you! Take a wish! Thank you, Tim. Thank you very, very much. I was talking to my psychologist the other day about all you guys. He said I need to get new friends.
But he did diagnose me with a condition. He said that after all these years, he's finally diagnosed that it is reverse psychological constipation. I said, what's that? And he said, you're full of shit. That's been backed up a long time. Thank you, guys. Thank you very much. Thank you. Really? Yeah. Appreciate it. That's lovely of you. Very, very nice. Thank you. Really? Brilliant? Brilliant. Oh, fantastic. Yes, this is Michelin 5 stars? 5 stars. 5 stars. 10 stars.